Мама их не кормила и уходила надолго. Что это такое? Игорь ел с помойки. Откуда выпустили этого ребенка? Он из мусорки достает все, что я выкидываю. А что помнит из плохого? Ее резали, у нее рука зашита. Ребенка трепанация черепа. Хлестанул по матери, и рядом была Свет. Врешь опять? Нет, я правда выпила. Ты его уже взял. Что делать? Вся голова в шрамах. Были детьми для унижения, для битья. Ну, как эти откаты проявлялись? Меня прям тошнило от этого, выворачивало. Юлия Плауда – мама 6 детей, из которых 2 своих и 4 приемных. И воспитывает она их одна, без мужа. У каждого из этих приемных детей непростая судьба. Каждый из них очень травмирован биологической семьей и детским домом. Сегодня я расскажу, как Юля решилась на приемное родительство, с чего все началось и почему она сделала этот выбор. Давайте начнем с самого начала. Юлия, еще раз здравствуйте. Я очень рада, что вы согласились на это интервью. Юля, я знаю, что вы живете в маленьком поселке городского типа. Расскажите, пожалуйста, где находится ваш поселок? Наш поселок находится в Уральских горах. Вокруг нас, в общем, горы стоят стеной. Мы прямо здесь в низине. Очень замкнутое пространство. Называют это место еще маленькой Швейцарией. У нас есть такая в центре большая шишка, вокруг нее большой красивый водоем, пруд. Очень красивое место в плане природы, экологичности, но очень ограничено пространством, потому что рядом высокие горы. А как ваш город или поселок, как его название, скажите? Сим, Челябинской области, да. Юлия стала приемной мамой, уже имея 2 кровных детей. Ее первой приемной дочерью стала Света. Ей было 4,5 года. Девочка с очень тяжелой судьбой. При живой матери она оказалась в детском доме. Кровная мама в тот момент находилась в тюрьме. Света была сложным ребенком. Она не доверяла взрослым, часто замыкалась в себе и не принимала новых правил. Кроме того, у Светы был диагностирован фетальный алкогольный синдром. Врачи предупреждали, что развитие ее мозга может остановиться в определенный момент. Юлия понимала, что будет тяжело, но отступать не собиралась. Сколько было детям вашим своерожденным на тот момент? Пете было 4,5, потому что они со Светой одного возраста, а Ване было, получается, 7,5. Угу. Ну, такие еще маленькие, конечно, детки. Да. Где вы нашли Свету и как вы к ней пришли, скажите? Я поехала за другим ребенком, и там была взрослая девочка 14 лет. Она хотела, или 15, я сейчас не помню, она очень сильно хотела в семью. Мы с ней прошли все этапы вот этого знакомства, психологического тестирования на совместимость, и уже начали готовить документы на передачу ребенка в семью, и подросток отказался. И как-то я там была очень сильно расстроена, и она мне сказала: у нас есть девочка, вот попробуйте ее взять в семью. Она маленькая, она вам подойдет больше под ваших маленьких мальчишек. И я пришла, сказала: есть такая, давайте, я пойду знакомиться. Света сразу пошла ко мне, она сразу сказала: да, все хорошо. Смотрю, поговорю с тобой, ладно? Можно? У нее самое любимое 2 еды у Светы. Это сухари и жвачки. Все. Больше ей ничего в жизни не надо. Причем не упаковка жвачек, а одна жвачка с упаковки. И пачка сухарей. Она просто вот этот вот ребенок 4,5 года, из всего вот этого мешка подарков, который я ей принесла, она выбрала только сухари и одну жвачку. И была очень довольна, что ей наконец-то кто-то принес сухари. И вот с этого началась наша семейная жизнь. Расскажи, что помнишь про маму Марину. То, что она меня била, курила, еще то, что к нам полиция приезжала какой-то день. А как она тебя била, Свет? Помню, Сильно? И еще что помнишь из детства? что она хлеб воровала. А как она воровала, помнишь? Она подкрадывалась и брала хлеб, когда покупать. Когда что? Когда продавец отвернулся, там он с другим разговаривал, и она своровала хлеб. О ее судьбе, о ее биологической маме.
у нее же мама жива, да, то есть с ней все в порядке, ну, относительно, так скажем, да. Да, у Как Светы получилось ма- так, что ребенок оказался в детском доме? Я вообще никак не понимаю, вот как получилось, что ребенок оказался в детском доме. У нее старший брат и сестра. Сестра и брат, старшая сестра и брат. Потом идет Света. И вот сейчас, потом мама села просто в тюрьму. Мама попала в тюрьму, и Света оказалась в детском доме. И когда я ее забирала, ну, все говорили, что мама выйдет из тюрьмы, и вам придется ее отдать. Вы на это настраиваетесь, вы это понимаете. Ну, скорее всего, так и будет. И пока мама была в тюрьме, она была не ограничена, не лишена абсолютно ничего. И она прям диктовала свои условия, что я должна делать, куда я ходить, куда водить, чуть ли не во что одевать ребенка. Она писала письма, рисовала рисунки. Она не заставляла, а писала письма в опеку. Я должна была записывать видео, вот это передавать. Это видео. Это, конечно, была катастрофа полная, потому что и здесь она не привыкает, и там мать ее не отпускает. Было очень тяжело, но Света... Как-то она сразу поняла, что она будет у нас, и она вот делала все это через силу, а чаще она уходила в полный отказ, наотрез она не хотела ничего слышать про ту маму, она ничего не хотела ни видеть, ни знать. Вот. Там мы думали, когда мама выйдет из тюрьмы, она на следующий день будет уже стоять в опеке с подписанными бумажками и с чемоданами, будет стоять около моей двери, типа, давай Светины вещи собираем и поехали. Но, к сожалению, этого ничего не произошло. Мама благополучно по УДО вышла из тюрьмы. Месяца 3, наверное, она пописала письма, что да, вот сейчас она встанет на ноги и заберет ребенка, приедет. Но через 3 месяца мы вышли на ограничения и, в общем, сейчас далее скоро будем выходить на лишение. Мама после этого великолепно устроила свою жизнь. Она вышла замуж, родила 4-го ребенка, сейчас живет в семье. Периодически прозвоны какие-то мне приходят под видом старшей сестры. Я предполагаю, что все-таки это интересуется судьбой мамы. То есть на Свете на день рождения она спрашивает, и обычно летом как дела. Вот. Когда я не хотела кушать, она мне просто брала всю еду и засовывала в комбинезон, а потом меня вывозила на улицу в коляске катать. Это в смысле в магазине она тебе прятала еду в комбинезон и вывозила, да? Так что ли? Да. А еще что помнишь, Свет? Про маму. То, что ее папа Сережа избивал. А тебя избивал папа Сережа? Нет, он просто по двери ногой ударил, то что стекло вылезло, и у меня теперь здесь рана. Твоей рукой в стекло дверь разбил, да? И у тебя теперь шрам на всю жизнь на руке, да? Эх, ребенок. Ну что, на дискотеку готова? Веселиться готова? Ну давай, вперед. Летом будет уже 5 лет, что ли? Да, 5 лет. Как она пришла, она только сейчас маленько начинает открываться. В частности, вот на концерт мамы я прям вот увидела, как она переживала перед концертом, как она реально открылась на сцене. То есть не вот это вот какое-то вот лицо непонятное, Светы нету, вот, и гримаса на любое обращение к ней Света, а какой-то был такой более-менее живой ребенок, на которого приятно посмотреть. Хотя у нее хорошие вокальные данные, танцевальные способности есть. Но вот она в ступор встает, вот в это, вставала. И после этого она у нас заболела очень сильно. Я думаю, что перенервничала. Температура поднялась. А еще тебе нравится у нас жить? А со мной? А что тебе нравится? То, что нам много вкусняшек покупаешь, много вещей интересного нам даешь знать. Собак, животных покупаешь, чтобы нам с ними играть. Что помнит Света? Хорошая помнит, что они все время сидели с мамой на кровати, и мама ей всегда очень много читала. Это все, что она рассказывает постоянно, что ей мама что-то все время читала. Ни книгу, в телефоне. Детских сказок она не знала. Никаких прибауток, уток, потешек она ничего не знала. Общего представления о мире у нее не было. У нас до сих пор, вот сейчас 4 класс, она более-менее начинает как-то складывать
где небо, где земля, как дерево, какое называется, как трава, которая называется, ну, которую ребенок выучивает. Вот она ей все время читала. Вот это Света помнит. То есть по телефону ей все время что-то читала. Это самое любимое занятие было у них с мамой. Вот это она помнит. Она все время про это рассказывает. Свет, ты мне скажи, ты чего все время боишься всего? Чего у тебя не спроси, ты всего боишься. Потому что меня в детском доме каждый день лупили ремнем. Ты же уже давно не в детском доме. У тебя что, не спроси, что учительница в школе, что я у тебя что-нибудь спрашиваю. Все. А? Светлячок Сергеевна, давай заканчивай все эти дела. Поняла? А что помнит из плохого? Вспоминает вообще что-то плохое? Она помнит из плохого, как ее резали. Она помнит, у нее рука зашита. Ну вот как там, по-видимому, очередной мужчина, мама, говорит, он вот так вот разбил об стенку бутылку, и вот этой вот, ну, звездочка она ее называет, я не знаю, как вот этот осколок бутылки, хлестанул по матери, и рядом была Света, и попал по Свете, и помнит, как прибежал брат, не знаю чей, но взрослый дядя, как он просто, говорит, мне вылил на руку флакон зеленки. Я говорю, ну там надо, ну небольшая рана, там, конечно, надо было шить, но, по-видимому, ничего не шили. Она не помнит, чтобы обращались в больницу. Она помнит, что очень сильно болела рука, и вот она у нее вся была зеленая после этого, что мама была вся в крови, тоже порезанная. Кто это помнит, рассказывает. Такие страшные вещи. Почему Света постоянно убегала и, наверное, убегает из дома? Что Нет, это такое? Она Что сейчас с не ней бегает происходит? из дома вообще. И она, как сказать, она не убегала как таковой, как убегал Игорь. Она просто от перенапряжения, от усталости выходила и шла, куда глаза глядят. И просто терялась. Это я поняла вообще чисто случайно, когда ее очередной раз не было 2 часа дома. Я вообще потерялась, что ее нету. Мать-герой называется. Я что-то как-то потерялась, что ее нету. Я думала, что она где-то там еще. И вдруг открывается дверь, заходит Света и говорит, а я шла по улице и увидела наш дом и зашла. И тут я поняла, что она просто, когда сильно перегружается ее мозг, он у нее отключается, и она просто идет, куда глаза глядят. Вот вообще, куда глаза глядят. Она сама не помнит, где она бывала. То есть у нее это было не она не убегала как таковая. Она просто вот у нее вот от перегруза вот такая вот реакция организма почему-то происходит. Вот. Но уходила она вообще в неизвестном направлении. Когда сформировалась у вас привязанность к этому ребенку? Насколько сложной была адаптация? У нее контакт был со мной сразу, но я не уверена, что это был прям контакт. Я думаю, что это была потребность просто взрослым в ласке. То есть, как все детдомовские дети, они просто липнут к любому взрослому, который хотя бы на них посмотрел. Меня это жутко раздражало и бесило, потому что я такой человек чувствительный, очень тонко все чувствую. И я понимала, что это не истинные чувства, что это какая-то наигранность, и меня прям тошнило от этого, выворачивало. Я очень долго с этим работала с психологом, с психотерапевтом очень долго. Мы разговаривали, и мне кажется, года только через 2 у нее вот это прошла наигранность, и я ее хоть как-то приняла. То есть мне вот настолько выворачивало, когда она ко мне подходила и обнималась, и я говорю честно, это было так. А сейчас она обыкновенный ребенок, который может подойти, обнять, и от этого не выворачивает. Как принять вот этого ребенка, который не нравится, как он, не знаю, как он тебя обнимает, не нравится, как он пахнет, не нравится, как он двигается, я не знаю. Вот как? Вот ты взял его уже, обратного-то пути нет, ты его уже взял. Что делать? Вот как вы, я так понимаю, вот со Светой было сложно. Ну, я думаю, я думаю, что здесь точно так же, как и тут, я не разделяю между приемным материнством и нормальным материнством. Когда рождаются свои дети, особенно первые дети, я по себе помню, своего инопланетянина я принимала также 2 года. Только когда я увидела какие-то свои знакомые черты в ребенке, как мы принимаем ребенка? Ну, принесли, да, гормоны у матери действуют, она еще какое-то время может вот на этой эйфории протянуть. А потом реалии жизни начинают бить. Ага, я его родила, выносила, но не так-то просто оказалось с ним жить рядом. Жизнь-то свою нужно всю перестроить. Даже с родным ребенком. И здесь все то же самое. Вспомните вот со Светой еще, что вас, я не знаю, выключало. У меня со Светой, знаете, что у Светы были очень частые откаты. Вот говорят про откаты. То есть у нас со Светой прям был шаг вперед, 10 назад.
как бы вот строится, гораздо быстрее идем вперед. Правда, быстрее. Я не знаю почему, может, у меня опыт другой уже, может, что-то. Но со Светой прям откаты были вот такие масштабные, катастрофические, в общем, выбивающие почву из-под ног, иногда ошеломляющие, что да. Там, поэтому я, наверное, такая, как вы говорили, тогда спокойная, что я уже... Я просто, что произошло, да? Милку из дома ставлю. Пойду Свету дальше искать. Опять куда-то ушла, куда глаза глядят. И в известном направлении. Да? Ну, как эти откаты проявлялись? Ну, например, когда я болела, такой большой откат. Понятно, что я лежу дома одна, дети рядом, к нам никто не приходит, дальше крыльца не проходит, все боятся, это все еще это. И Света просто на этом стрессе пошла и выломала душ в ванной. Ну, вот взяла вот так этот шланг, переломила пополам, на нервах, по-видимому, вот ушла в космос, никто это не увидел, и она вот так вот сидела, и это все начало хлестать, а она напугалась, она не сказала, что это начало хлестать, она это положила, ну так, через ванну, и затопила весь первый этаж. Пока ко мне к кровати вода не прилилась, я вообще не поняла, что происходит. Ну, ты по большому счету выключи этот душ, да и все. И вот она так и до сих пор не ответила, для чего она это сделала, зачем это сделала. И оставив нас всех тем потом без воды, потому что к нам еще почти неделю боялись все зайти, все выдерживали, пока тесты не будут отрицательными. Ни один сантехник к нам не шел. То есть у нас все это было 6 баллонов воды, которые нам приносили. Но было так весело, я вот до сих пор. То есть это то, что прям из последнего запомнилось. Вот этот ужас, который... И когда пришлось просто болеешь, не болеешь, ты встаешь и идешь, там тебя качает, не качает, уже все. Вся болезнь закончилась в этом месте. Со временем Юлия решила взять еще одного ребенка, девочку. Но в базе данных детей-сирот она увидела фотографию Игоря, и он очень сильно запал ей в душу. Она приняла решение знакомиться с ним. Только оказалось, что у него есть еще 2 сестры – Влада и Милана, которых нельзя было разлучать. Дети проживали в детском доме Челябинской области. Юлия решила попробовать взять детей домой на гостевой режим. Но когда она их привезла домой, Игорь начал вести себя крайне неуправляемо. Он бегал по дому, кричал, раскидывал вещи, выкидывал их за забор, хватал все подряд – деньги, игрушки, ключи. Иногда он мог сорваться с места и убежать на улицу, не разбирая дороги. Это было очень тяжело. Юля призналась, что не справится, и приняла решение обсудить с органами опеки возможность разделения детей. Когда я привезла их, они сказали, мы делить не будем. Мы все прекрасно знаем и видим. Либо 2, либо ни одной. Мы видим, что Влада норм, и что Игорь далеко до норм. Поэтому они устраиваются только пары. Я сказала, ну ок, значит, я уезжаю, и мы расстаемся. После этого к нам еще приезжали. Ну, тут уже опека увидела, что я беру 2 на гостевой. Они мне тут сосватали еще 2, как бы, ну, тут местных. Мы их тут привезли, мы на них посмотрели. Ну, они как бы все равно предлагают, как бы, им же тоже нужно устраивать семьи детей. И я поняла, что, ну, нет, если уж вопрос пошел о 2, то брать-то, наверное, надо тех. Ну, как-то вот так получилось. Я понимала, что это будет сложно. Мне понадобилось 1,5 месяца для того, чтобы принять взвешенное решение, что, ну да, мы рискуем, что мы берем. И куда это выплывет, будет непонятно. И когда я поехала уже за ними, позвонила, сказала, ну да, ок, я беру. Я приезжаю, мне говорят новость, но пока вот тут думали. Ну, в общей сложности прошло месяца 2-2,5 после гостевого, когда вот я вот это все взвесила. Я понимала, что для Игоря, вот сейчас я его заберу, это последний шанс. Вот любая мама, какая приедет к ним, неподготовленная, вообще не сидящая, ну, кто-то, может быть, возьмет такой матерый приемный родитель, у которого есть опыт, но у национальных детей не очень берут, я говорю честно. Все все-таки ищут славянской внешности, более-менее похожие. Я понимала, что если я его сейчас не заберу, то для него это последний шанс вообще вот выйти за эту грань. То есть как бы нормального существования. Я вообще не знала ни его истории, ничего. Все это тайна была покрыта мраком. Как бы вот ребенок и вот такой ребенок.
Давай, давай. Ку-ку, кто тут живет? Игорь? Или не Игорь? Игорь или не Игорь? Игорь, мы вчера за 10 минут сделали домашнее задание. Сейчас будет то же самое. Тоже быстро сделаем и пойдем. А какая национальность? Они русские. Папа Александр Александрович, мама Елена Наилевна. Ну, мама башкирка, Наилевна, папа Наиль, наверное, башкир. Ну, я вот просто спрашивала, что они так написано русские. Отец русский. Я не знаю, в кого. Вот такая вот просто там рядом Казахстан, может быть, намешанные вот эти корни с Казахстана. Вот так вот выстрелили вот в этой мутации, что они вот такие. Вот. Оба родители безумно красивые на самом деле. Папа под 2 метра 10 сантиметров роста. Большой такой высокий мужик. И мне говорят, вы тут пока думали и ездили, у них уже 3-я сестра. А дальше? Расскажи что-нибудь миру прекрасное. Расскажешь? Давай, мы слушаем. Весь мир тебя слушает. Давай, не надо платье так делать. Ты лучше рассказывай. Скажи, папа. Папа, Мама. Мама. папа, Нет, мама. папа, Мама. папа. Понятно. Решили изъять 3-ю сестру. Только она находится в другом городе, изъяли. Вообще там в другом детском доме. В доме ребенка она была. Вам надо будет, если уже брать, то брать 3. Ну, и там мне начинают перечислять диагнозы Миланы. Начиная от всего-всего-всего, мне говорят, что год в больнице, 3 трепанации черепа, скорее всего, ребенок будет лежачий, никогда не пойдет, никогда не запустится речь. Я сижу и думаю, ну, здрасте, приехали. Я тут только на Игоря более-менее созла. Мне тут еще Милану сватают. Я такая, ну, нет. Я разворачиваюсь и уезжаю. А я не сказала нет, я сказала, мне надо подумать. Приехала, пишу, у нас есть определенный круг общения приемных мам. Пишу им, они говорят, ты вообще съезди, посмотри. 1 год и 9 – это очень маленький ребенок, они очень пластичные, они очень быстро выходят. Наговорить, сама знаешь, ну, действительно могут все. Съезди, посмотри, съезди, посмотри. В общем, они меня просто уговорили съездить, посмотреть. Я позвонила в опеку, говорю, хорошо, давайте я съезжу, посмотрю. И я приезжаю в опеку, ну, иду в этот дом ребенка, и мне выводят ребенка своими ногами. То есть я уже там дома смотрю вертикализатор, сколько стоит, сколько коляска. Я же понимаю, что все это ляжет на мои плечи, что вот это вот все будет на моих плечах. И мне выводят ребенка своими ногами. То есть он всего лишь, получается, там 2-й месяц в доме ребенка после больницы. Милочка, скажи, дай. Дай, скажи. Дай. Скажи, дай. Нет, не так, а вот так. Дай, скажи. Дай. Ну а что плакать-то? Скажи, дай. Ну, на, не плачь, не плачь. На, скорее, на, скорее. На. А, не хочешь? Что, пить хочешь? Пить хочешь или что? Юля, сказали, что девочка лежачая будет, да? Да, что она лежачая, и, скорее всего, она не пойдет, она будет лежачей, да. То есть такой хорошая инвалидушка, грубо говоря. И я такая думаю, ну, надо брать, говорю, заворачивайте. Пошла в опеку, в общем, на каком-то вот этом, знаете, изумление, то, что я обомлела, то, что она вышла своими ногами. Пошла, написала согласие, и вот начали оформлять документы. И сначала с Влада приехали с Игорем домой, а потом через 2 месяца приехала Мила, пока все это оформляли, пока все это делали. Юля, расскажите, что случилось с родителями, почему изъяли детей, и как такое могло быть, что у ребенка трепанация черепа? То есть что, ее роняли или ее избили? Официальная версия упала из коляски в 3 месяца. Я не знаю, как так падают. Я честно говорю, как так падают из коляски в 3 месяца, что доходит до 3 гематом. Чисто теоретически я разговаривала с врачами, это возможно. Но чисто практически, как это сделать, я не знаю. Ну, то есть упали вовремя, они пришли в больницу, от гематомы эти нагноились. Может, не 1 раз упала с коляски. Ну, как бы, не знаю. Потому что в 3 месяца вроде как бы ребенок еще, мне кажется, даже если он родился недоношенный и слабый, не переворачивается. Там к 7-8 месяцам, дай бог, он перевернется и начнет присаживаться, чтобы вывалиться из этой коляски.
Ну, точно не сама она упала из коляски. То есть сама она не могла. Вот. С родителями банальная история детдомовской девочки, которая родила в 16 лет Игоря, почти 18 Владу и почти в 21 Милу. Она просто не справилась с этой жизнью, выйдя за пределы детского дома. У нее не было никакой ни социализации, ни понятия, ни представления о жизни, ни о том, что нужно делать с детьми, как за ними нужно смотреть, как их нужно воспитывать. Банальная история. Соответственно, потом подключились практически сразу алкоголь и наркотики. Ну и все по этой схеме, по наклонной вниз. Да. Юль, и вы забираете этих 3 детей, все 3 детей. Сначала я забрала 2, да. Через 2 месяца уже потом Милана. Да, когда, да. Мы наконец-то идем все вместе в школу и в садик. Это первый раз за год. Мы этому научились. Учились выходить все вместе. Но через 2 месяца Милана. Жизнь с Игорем и с Владой. Вот расскажите вот самые такие основные моменты, как проходила адаптация с Игорем, как проходила адаптация с Владой. Что было для вас самым трудным? Ой, ну, мне кажется, адаптация еще проходит. Она еще не завершена прям такая, но это уже такая вот прям горка-горка, которая скатывается, уже более-менее все устаканилось. С Игорем очень было сложно. С Владой адаптацию я вообще не поняла, мне кажется. Я только сейчас на нее смотрю, господи, а Влада-то от Игоря далеко не ушла. В некоторых поведенческих моментах, но вообще далеко не ушла. Просто большая часть адаптации, Игорь более эмоциональный, он взял на себя все вот это вот, а Владину адаптацию, скорее всего, на себя взяла Света. Она ее в некоторых местах, Света спокойная, она ее гасила в некоторых, ну и гасит до сих пор в некоторых местах, где-то что-то объясняет, где-то прикрывает, и Влада не лезла, как девочка, восточная девочка на рожон. Это Игорь лезет на рожон все время, и поэтому отхлапывает всегда, вечно во всем виноват. У кого была сказка, расскажешь? Медведь перевернулся. Угу. А что, не мог? А? Не мог перевернуться? А как он повернулся? Кто ему помог? Мышка. Мышка. А что сразу не рассказывала? А? Характер показывала? А что, принцессу строила из себя? А, принцесса сразу не рассказывает, да? Надо, чтобы часок прошел, да? Понятно. Иди играй. Игорь, расскажи мне, давай начнем с самого простого вопроса. Кто у тебя братья и сестры? У нас есть Света, Влада, Мила, Петя и Ваня. Так, скажи, как вы вместе все живете? Дружно, дружите или, не знаю, там, ругаетесь? Или дружите? Мы дружимся и ругаемся. Игорь, у тебя есть какое-то любимое занятие? Футбол. Да. В компьютере сидеть. Игорь, расскажи, пожалуйста, мне про свою футбольную команду. Как часто ты ходишь на футбол и кем ты являешься в команде? Так я только начал ходить. Игорь, а я знаю, что у вас в доме, в вашем хозяйстве, есть собаки. Это правда? Да. Сколько собак? Какие у них клички у собак? Их Как зовут? 8. У нас есть... 8? У нас есть... Это очень много. У нас есть Юма, Нала, Джуджа, Ума, Так, Захар, так. Пеппа и Ася. Молодец, всех помнишь. Скажи, а за ними сложно ухаживать, за собаками? Что нужно вообще для собаки? Еда. Накормить нужно? Еда. Так, ты кормишь собак? Их Света и мама кормит. А ты не кормишь? Нет. Что у тебя для меня? Много рисунков. Целая. Сейчас пойдем домой, будешь мне демонстрировать свое искусство, ладно? Да. Давай. И Игорь, и Влада, и Милана
очень сильно травмированные дети. И очень большую травму мало того, что они получили, когда их мама, да, бросила, но еще другая травма была получена уже в самом детском доме. Вот вы можете хотя бы в двух словах сказать, что там происходило и почему там они так были травмированы, дети, именно в этом детском доме? Без подробностей. Что сказать? Я думаю, что даже сам факт того, что они были дети, и они ничего не могли рассказать толком, сыграл очень злую шутку с ними. И то, что их мама периодически забирала. То есть, если бы они, может быть, там были в системе постоянно, то есть они ходили вот туда-сюда, и они приходили, и все время были другие взрослые, другие дети, которые находятся, они не были костяком этого детского дома, где бы их защищали. Показывай, что ты сделала. Наконец-то мои слады закончили 2 дня. Это куда? На руку. Дальше. Одевай. Угу. Это на ногу. Угу. Все. Только сделай ниже. Натянула сильно. Носок опусти. Давай. Сюда. Все, дальше. Вот это на шею. Это как называется на шею? Бусики. Одевай, посмотрим красоту неописуемую. Ну все, девчонки у меня при наряде. Красота. Можно наряжаться и идти кому-нибудь на день рождения, да? Все. Это был такой некий расходный материал, который болтается туда-сюда. У них и мать не защищает их, и как бы руководство детского дома не боится за них, потому что они... Ну, мать придет через 5 месяцев, их обратно заберет в семью, они опять поживут в семье, и опять придут в детский дом. И дети, конечно, были там такие, как «во всем виноват Игорь». Как у меня есть любимое выражение. У Егорки одни отговорки. Игорь виноват во всем. То есть и там вот в любую это все Игорь, Влада, Игорь. И, в общем, отрывались на них очень жестоко и очень сильно. То есть и понятно, что я даже не знаю, как про это сказать. Были детьми для унижения, для битья. Там это То есть первый дети пережили насилие, правильно, в детском доме? Да, психологическое насилие они пережили очень сильно, да. То есть как-то так. Что ты делаешь? Гуляет он. Гуляет он? Да. Здрасте. Здрасте. А почему ты гуляешь? Ты где должен быть? Дома. Дома? Если ты знаешь, что должен быть дома, почему ты здесь тогда? У меня же ничего нет. А кто тебе сказал, что у тебя ничего нет? Мама. Нет, у тебя есть. Что? У тебя есть занятия, и дома у тебя есть. После школы нужно куда идти? Домой. Домой. Делать А уроки. почему ты тут делаешь? Вот тоже тебе мальчик подсказывает делать уроки. Я уже сидел. Видишь? Мама еще не пришла. И я все сделала. Откуда? Может, мама уже дома? Уже все уроки сделали, спокойно гуляют. Юля, ну вот как я вспоминаю вашу историю, ваш блог, то, что вы писали, что когда появился Игорь, вы перестали спать. Да. Да. То есть Что происходило? Рассказывайте. Игорь не спал ночами, он вообще не спал. От слова совсем, то есть абсолютно. Он боялся спать, потому что когда он был в учреждении, ночью происходило все самое страшное. Как потом все это выяснилось, и он боялся спать днем в садике, потому что он боялся, что придут и начнут творить с ним ужас, который творился, если он уснет. Он боялся спать ночью, потому что он боялся, что будет продолжение банкета, грубо говоря. У него было... Не мог понять, что здесь такого не будет. И он вообще не спал. Зачем нам сон? Нам сон не надо. Его от усталости вырубало насколько-то. Потом он утром просыпался, всех будил. Ну, не утром, утром у него, например, его там в 12 вырубит, в 3 он оклемается и пошел всех будить в самый сон. Это было, конечно, очень тяжело. Мне было очень тяжело. Юля, а что происходило ночью? Что происходило в детском доме? Что там такое? Я не буду об этом говорить. Я не знаю, что происходило. Как бы и старшаки не давали спать, издевались, и взрослые издевались, и били. Я не знаю, что происходило. Я не знаю, что происходит в детском доме. В
детском доме ночью. Юль, вы писали о приступах агрессии. То есть что это были за приступы агрессии у Игоря? Ну, он мог просто, например, кто-то мимо его идет, он мог укусить. Ну, его вот нечаянно задели, или просто ему что-то не понравилось, или он любил, мимо него идешь, он какую-нибудь гримасу состроит. Соответственно, это никому не нравится, ему там делают замечания или еще что-то, а он в ответ кусал. Он в ответ кусал, он в ответ щипал. То есть все. То есть, например, посадишь их телевизор вечером смотреть, он не мог спокойно сидеть, ему надо было всех щипать, кто рядом сидит. То есть у нас сидел Игорь, отдельно все сидели, потому что иначе смотреть никто ничего не будет. И за столом он долго отдельно сидел, потому что он даже за столом не мог спокойно сидеть. Ему надо было ущипнуть, надо из своей тарелки было кому-то вылить. В общем, в другую тарелку залезть, чужой кусок хлеба вкуснее. В общем, причем залезть не ложкой, а руками надо было в тарелку. Вот это вот все было, конечно, очень тяжело первое время. Мало того, что тяжело, у меня, наверное, в этом месте был шок. Господи, ему 6,5 лет. Он вообще откуда? Откуда выпустили этого ребенка? Что он вообще ничего не может, ничего не знает. Прикручиваем на вторую дырку. Прикручиваем. Где? Еще. Соображаем, где вторая дырка. Слезы вытираем и прикручиваем. Как он ел, Юля? Как он ел? Он ел руками с ладошки. То есть вот так. За еду. Он до сих пор даже сейчас ложкой как-то вот так вот ест еще. Вот у него вот так вот рука ходит, он не может вот это вот спокойно вот есть. Либо начинает так стучать по тарелке зачем-то. Я не знаю зачем. В общем, все, к приборам мы привыкали очень сложно, очень долго. Очень как-то это... Юль, я у вас увидела шокирующий ролик, когда вы рассказываете о том, что Игорь ел с помойки. И он до сих пор может что-то взять с помойки и съесть. Расскажите вот об этом. Что это? Я не знаю, это может быть заболевание, может неврологическое отклонение. Он говорит, что он оттуда доставал еду, когда мама их не кормила и уходила надолго. Он ходил к бакам с помойкой, которые стояли во дворе. Оттуда доставал еду. В общем, не знаю, но, наверное, это переросло в заболевание. Многие же люди с помойки тоже тащат все дома, складывают коробочку в коробочку, мешочек в мешочек, как-то вот. Он до сих пор все еще тащит. Не так масштабно, не так вонюче, скажем, уже выборочно. Уже говорит, только не ругай меня, я вот принес, тебе сейчас покажу. Если не понравится, я унесу обратно. Уже до этого дошли. Ну, в общем, он приносит, я выкидываю. Я выкидываю, он из мусорки достает все, что я выкидываю, и складывает к себе коробочка в коробочку, в мешочек, в дальний угол под подушку. Ну, в общем, я не знаю, что это. Я не знаю, мне кажется, это никогда не пройдет, но хотя бы как-то минимизировать хотелось бы это сильно. Это, конечно, жутко раздражает, особенно что-то вонючее он принесет. Вкусно. Мои чипсы! Юля, отучить от этого можно Я как? думаю, что нет. Мне кажется, что нет. Либо он, когда взрослый станет, сам себя начнет контролировать. Но я думаю, что подтаскивать, подбирать он все равно будет. Это никуда уже не денется. Это уже настолько базово там внутри него заложилось. Я думаю, что нет. То есть, когда он будет просто смотреть, когда никто не видит, он все равно будет это делать. Он все равно это берет, он несет. Он тут какую-то варежку притащил зачем-то с улицы. Кто-то потерял варежку, он ее притащил, под подушку положил. Я не знаю, зачем. Причем девочкину варежку, такую вот мохнатую, красивую. Тебе зачем? Я буду из нее. Она мне нужна.
Юля, как так получилось, что в какой-то момент он вам сказал, что он хочет обратно в детский дом? Ну, когда, да, мы уходили, он мне все время обвинял в том, что мы его забрали в гости, а он здесь так долго находится в гостях, и никак он не, почему не возвращается в детский дом, потому что там придет мама, там его ждет мама, его потеряла его мама, ему нужна мама, он будет о ней заботиться, у него прям была какая-то навязчивая мысль, идея. И когда после годовой работы психолога он понял, что он не виноват в том, что его там с ним происходило в детском доме, что в принципе и он может там находиться, и его прям накрыло. Мне надо в детский дом. Вот мне прям надо в детский дом, отведи меня обратно. Ты меня обманываешь, я знаю, что мама там за мной придет, и она меня заберет. Ему все объясняли, что ты попадешь в детский дом. Ну, не туда, откуда тебя забрали, а сюда, к нам. Все равно она придет. И, в общем, слова уже ничего не действовали, он просто начал убегать. И в один прекрасный момент, когда он убежал, и было холодно, я не знала, что делать, то ли идти Милу из садика забирать, то ли бежать домой, смотреть, что здесь дома, тут работает газ, то ли бежать по городу искать Игоря. Я сказала, ну все, ребята, я сдаюсь. Мне так достали его вот эти беготня, у меня просто нету никаких ни физических, ни моральных сил. Ну и тогда они говорят, ну, давайте мы его разместим. Я тогда была настроена категорически, как бы уже обратно пути не будет, размещайте. Они говорят, нет, давайте просто поработаем, выдохнем, все посмотрим, что, ну пусть он сходит. Ну, он пошел в детский дом. Он просто пошел на занятия и остался там ночевать. Юля, но он сам захотел, то есть он сам проявил это желание. Да, он его постоянно, мы уже устали ему объяснять, уговаривать. Он просто вот это все накручивал до такой степени, что, ну, все, моя устойчивость закончилась. Сказал, все, я сдаюсь, баста. Детский дом так детский дом. Ну, не всем детям нужна семья. Наверное, он из этой категории. Ну, надо честно говорить, что не всем детям нужна семья. Кто-то сам по себе одиночка по жизни. Вот. И он ушел в детский дом. Так, и куда? А детский дом у вас где-то У нас рядом, здесь рядом детский дом, он по диагонали через участок, грубо говоря. Здесь все рядом, в пешей доступности. Как бы так. Игорек, расскажи, пожалуйста, мне про свою маму. Что это она за человек такой? Она добрая, любимая, милая, Еще какая? хорошая, Ну, бывает строгой, справедливая. Игорь. Игорь, а скажи, пожалуйста, ты уже такой взрослый парень-то, да? Скажи, зачем человеку семья? Как ты думаешь? Ну, в семье можно греться. Это любовь, семья. Так, Юля, и как? Вот он ушел в детский дом, и как дальше жизнь его Ну, он сложилась? ушел в детский И дом, что мы было с вами? С нами мы наконец-то всей семьей выспались. Мы за год и 5 месяцев, как он пришел к нам, тогда мы наконец-то просто все выспались. Мы спали и спали. Мы настолько уже устали от этой бессонницы, которая, ну, он даже на препаратах не спал. То есть его подрывало и его куда-то несло. Вот. И мы выспались, увидели друг друга, начали много разговаривать, обсуждать, а как бы могли поступить в той ситуации, а в этой ситуации, что бы мы могли сделать. Там с ним работали специалисты тоже. И, в общем, как-то у нас милосердный Петя уговорил всех, что нужно давать людям шансы, что люди способны справляться, что детям он все это объяснял, что мы все косячим, но мама же нам дает всегда последний шанс, авансы дает. В общем, еще дети были против него настроены в семье, просто они действительно все морально устали от этого поведения, от бессонных ночей от него, от того, что постоянно всем вот Игорь, вот его все контролируют, за ним все смотрят, не дай бог, что случится. Ну и все, потом как-то милосердный Петя все-таки всех уговорил детей. Там уговорили, по-видимому, Игоря, я не знаю, провели работу. Не. И. Или. Это и. Видишь, они две одинаковые. И. Ли. Дальше. Или. Угу. На. Ты уже читала это слово? Не. На дне. Реки. На дне реки. Дальше перекидывайся.
Юля, как сложились отношения с вашими кровными детьми? Насколько было сложно? Но когда пришла Света, у Пети очень тяжело складывались отношения со Светой. Вот прям очень тяжело. Он вообще такой тяжело принимающий. Он как бы, если Ваня, он был один, и меня ему хватило, когда он был один. А Петя вообще по факту не был один. У него был старший брат, и он появился в семье, когда уже априори надо делить внимание мамы со старшим братом. А тут еще в 4,5 года я без его согласия его на Свете женила, потому что получилось так, что у них разница 3 недели. И они, такая королевская двойня получилась, собранная в садик вместе, в школу вместе. А мы тогда еще не в доме жили, а жили в квартире, в комнате они живут вместе, потому что выбора-то не было особого. И он, конечно, очень сильно сопротивлялся. О чем ты подумал, когда к нам в семью пришли приемные дети? Ну, сначала, когда пришла Света. Я подумал, что там мы с ней хорошо заживем, и вот так вот все получилось. Мам, ты кого тут сюда привезла? Нас и так хватает тут. Ну все, сестра появилась. Когда первый раз к нам пришли Игорь, Влада. Ну, у нас же Игорь, Влада отдельно пришли, потом Мила. А Игорь спокойнее, чем сейчас, намного. Что с ним хотя бы можно будет общаться, наверное. Вообще, мама, зачем ты их привела? Вообще, они помогают быстро, что мы делаем, и мы жестко отдыхаем потом. По Игорю я думал, что он будет культурный, там, воспитанный. А оказалось, вот. Он очень показывал свое недовольство довольно-таки долго. Мне кажется, он чуть-чуть к Свете более-менее вот так вот смягчился. Это, наверное, годик, наверное, назад. А так прям вот вообще опять со Светой. Да, и елка со Светой. Ну, вот такая. И класс со Светой. И опять первый учитель один со Светой. Ну, в общем, понятно же, их не разделишь. Это же вообще будет тяжело, если их посадить по отдельности. Ну, в общем, было тяжело. Но, тем не менее, я говорю, почему-то вот к этой троице у Пети очень много милосердия. Вот того, что вот он очень часто, он Игоря очень часто уговаривал: Игорь, пойми, вот так нельзя вести, мама не железная, ты ее обижаешь, она расстраивается, она болеет потом. Вот я вообще была в шоке вот в этом месте от Пети. Ну, Ваня у нас тут подросток и в Африке подросток. Сегодня он всех любит, завтра мы все маршируем под его дудку. Как бы так. У Вани очень мягкие отношения, такие прям очень трепетные, нежные, с Милой. Вот прям моя девочка, пойдем, я тебя поцелую. Я прям так смотрю, думаю, ух ты. Прям целоваться будем. Мило-мило, он прям все мило-мило. И она за ним ходит хвостом. Вот, и теперь мы с ней вот так вот учимся устанавливать контакт глаза-глаза. Чтобы она видела, потому что ее так, по-видимому, вообще не кормили. Да. Ей так нравится. Да, Мила? Все. Спокойной ночи, друзья, да? Спокойной ночи? Да. Все. Расскажите про Милану. Вы же столько в нее вложили. Ребенок на самом деле колоссально изменился. Вот какой вы ее взяли, вот вспомните, какой она была и какой она стала сейчас. Это же вообще небо и земля. Это два разных ребенка. Вот я смотрю, как человек просто со стороны. Просто столько вложено в нее, вы столько любви в нее вложили. Удивительно. Ты показываешь. Это что означает? Да? Ася-ся? Да. Все понятно. Домой идем? Да. Ну, пойдем. Но, не знаю, Милану не любить очень сложно. Ее любят все на самом деле. Это такой открытый маленький человечек. Но она просто к себе располагает с первого вот прям контакта. Ну, я иногда вот смотрю на нее и думаю, не забери я ее тогда, не уговори меня тогда, девчонки, просто поехать посмотреть на нее, да. Она, наверное, бы сейчас уже лежала глубоким лежачим инвалидом в ПНИ. Конечно, там еще работы очень много, еще надо все это понять, как это компенсировать, то, что повреждено безвозвратно. Ну, все же понимаем, что не восстановится это, то, что повредили, это не восстанавливается. Протезов еще на мозги не придумали, грубо говоря. Ну, что у тебя в руках? Своя. Твой телефон? Кому звонишь? Так. Да. Кому звонишь? Семья. Кому? Игорь. Игорю? Да. Он тебе отвечает? Да. А на ручке у тебя красота? Да.
Да? Не снимай носочки, не надо. Что у нее? Скажите, что за диагноз вообще? С чем работали? А еще диагнозы толком не поставлены, еще только идет обследование, она не дает. Но то, что поставили точно, это атрофия зрительного нерва правого глаза. Ну, это у нее легкая ДЦП, легкая эпилепсия у нее. Вот, ну, много диагнозов, которые у нее были, мы их сняли. Вот, ну и вот последний раз мы поехали в места, где была трепанация черепа, почему-то какие-то в кости дырки образовались, какие-то кисты в голове образовались. Не знаю я, что это. Что это еще будет и куда мы выплывем, пока не знаем. Но форма черепа у нее сильно побита, у нее повреждена левая лобная доля, прям сильно повреждена, она просто сбита, ее нет, как у нормального человека. Вся голова в шрамах, таких хороших. Вот. Как-то так. Но девчонка развивается, динамику дает. Юль, ходить она начала? Да, она ходит. Нет, ну я же уже забрала, она пошла. Она сейчас уже до садика пешком ходит. Со мной сложно не пойти. Юлия, ну скажите, вот сейчас дети оттаяли, они сейчас к вам ближе. То есть как вы чувствуете вообще к ним отношение? И у вас, и у них поменялось? То есть я вижу, ну вот, больше ли прикосновений, объятий, вот когда вы можете все вместе посидеть, не знаю, друг с другом поговорить? Ну, поменялось, конечно, сильно поменялось. Они сейчас уже более такие открытые, спокойные, идущие на контакт. Не потому, что надо быть хорошим перед этим взрослым, чтобы он обратил на тебя внимание, а только потому, что хочется. Потому что прикольно. Потому что приятно. Вот. Потому что не страшно уже. Ну, точно не страшно, это да. То есть они идут уже не из страха на контакт. Из чувства желания, скажем так, интереса. Вы можете свои открыточки взять, которые с Новым годом рисовали. Правильно, это стихотворение было? Да. К Новому году? Да. Ага. Привет. Юля, можно ли восполнить ту бездну, ту пропасть, которую пережили эти дети? А можно ли залатать эти дыры? Вот как вы считаете, может ли приемный родитель это сделать? Нет. Невозможно. Это даже собственный родитель не сделает. Это можно сделать только на личной терапии, когда ребенок созреет и пойдет сам. И то не факт, что сделается, но, по крайней мере, научиться с этим жить во взрослой жизни можно. Нет, это не золотает. Просто с этим надо жить, знать это. Нет. Ну, я просто по себе даже сравниваю. Ну, когда меня, извините, ножом порезал парень, отрезал мне палец в подъезде, проткнул горло и... Как сказать, ему нужны были деньги на наркотики, а я просто шла с работы, он на меня напал в Уфе. Ну, что бы в этом месте сделали мои родители? Как бы они мне помогли и залатали бы эту травму, эту боль, этот ужас, этот страх? Да никак, пока я там 5 лет не отдала личной терапии, работая вот с этой травмой постоянно, чтобы вообще научиться заходить в темные подъезды и не бояться. Но я в это пришла сама, и пока они сами не придут, ничего не будет. Выкинь его. Когда няни нет, мы сами кушаем. Баловать некому, да? Только няня, скажи, меня балует, да? Только няня балует, да? Мамка не балует, да? Нет, не балует. Свеклу будешь? Сейчас почищу. Будешь свеклу? Сейчас почищу. Кушай кашу пока. Единственное, что я как приемный родитель сделаю однозначно, что я их направлю. И мы так периодически ездим на всякие такие психологические тренинги, но чтобы дети не боялись психологов, психотерапевтов, работы с ними, чтобы они знали, что там помогают, реально помогают. Да, специалисты разные. Одни в одной сфере работают лучше, другие в другой, но помощь там есть. Чтобы они с этим пошли, потому что это выстрелит в любом случае. Это будет мешать взрослению. Вот хоть как будет мешать взрослению. У нас теперь в доме есть Ляля. Помните, как Мила хорошо спала? Я целый год пользовалась услугами системы. Ляля. Тише, Называется тише. услугой Ляля. Нет. Это когда ребенка положишь, выключишь свет и говоришь спать. Ляля. Ребенок спит. Как лялька. Тише. А теперь мы вернулись в возраст 0-6 лет. И теперь у нас есть Ляля. Лялю, мол. Да ничего смешного нету. А что с тобой сделаешь-то?
Вот. И теперь мы учимся засыпать с мамой, да? Устанавливая контакт глаза в глаза. Да? Это семейные условия. Ложись. Давай, глаза в глаза. Вот у нас новое приобретение. Да, ей нравится. Выключаем свет. Юля, что вы хотите дать этим детям? Вот какая ваша цель? А у меня вот вообще банально простая цель, что когда у них появились дети, у них появился там один муж, одна жена, появилась семья, дом, и чтобы их дети не попали в детский дом. И не было вот это прыгание из одной семьи к другому семье, вот этих вот лоскутных семей не было, которые сейчас очень модные, мы не сошлись характерами, расходятся. А как вот в старину. Мужа увидел на свадьбе первый раз и живешь с ним всю жизнь. И попробуй только пожалуйся на мужа. Какой достался, значит, такого и заслужил. Доброе утро! А что такие грустные? Это понедельник, что ли? А что? А? Спать охота. Почему как в воскресенье вы встаете в 6 утра? Почему как в школу или в садик? Вас нельзя поднять. Воскресенье будет. А? Надо в воскресенье будет и говорит. Петя, снимай что-нибудь одно. Или кофту, или джинсовку снимай. Можно ли заложить основы, когда ты воспитываешь их одна? Понятно, что у них нет примера то, что должен делать отец в семье. Но я стараюсь четко разграничивать функции мальчиков, в которые не лезут девочки, и функции девочек, в которые не лезут мальчики. То есть мне никогда девочка не пойдет выкидывать мусор, но только если это катастрофический случай, вот помойка. Никогда не пойдет чистить снег. Никогда я ей не дам, как я умею, взять дрель в руки. То есть нет, иголка. И мальчики никогда не будут накладывать тарелку, мыть посуду, грубо говоря. Но только если вот много гостей или вот больше совсем некому, все болеют. Понятно, что да, это какая-то такая... Я не считаю это проблемой, но я считаю, что это так у нас сложилось. Это так у нас сложилось. Да, мужской фигуры в нашей семье не хватает, но я считаю... Честно говоря, сейчас выстраивать отношения с мужчиной, с которым они сложились как жена и муж, тогда мне придется забыть про детей. А мне сейчас важно выстроить детей. Поэтому пока мужа нет. Может быть, он и будет, но пока нет. Пока у меня ресурса на это не хватает. Слишком травмированные дети, слишком нестабильные, чтобы их бросать. Юля, что бы вы сказали тем женщинам, которые сейчас смотрят наше интервью и тоже живут одни, да, без мужа, но хотят взять ребенка? Что бы вы им сказали, какое напутствие бы дали? Я что-то задумалась. Это сложно. Это реально сложно. Слушайте свое сердце. Я думаю, что ваши дети вас найдут. Не надо совершать подвиги, но ваши дети вас найдут. Как бы там ни было. Юля, скажите, сложно ли без поддержки Божией, что ли, да, вот без Бога поднимать приемных детей? Я считаю, что это вообще невозможно. Все приемные родители так или иначе приходят в веру. Когда Света еще только пришла в нашу семью, меня, в общем, спросили, а ты, говорит, веришь? Люди вот церковленные, я еще имела не очень сильное отношение к церкви. Мне спросили, а ты вообще веришь, говорит, в Свету? И я вот в этом месте задумалась. А Света тогда чудила, я вообще ничего не верила. Я вообще думала, зачем я это все? И они мне тогда сказали, я типа, да, верю. Они говорят, в Бога верить надо, Бог все управит. Я вот тогда поняла, что да, действительно надо верить в Бога, Бог все управит, раз Он управил, что я одна, их 6, и вот так они пришли. И значит, Он усмотрел лучший вариант для меня, лучший вариант для этих детей. И так действительно, потому что дети-то пришли все без статуса, при живых родителях. По большому счету у нас статус-то только вот с июля месяца у всех детей, и все выплаты идут. Вот, при живых родителей. Значит, Богу так было угодно. И все приемные родители приходят к Богу. И у нас есть такое, когда, например, дети сильно чудят, или опускаются руки, или общественность бунтует и не хочет понять особенности вот этих травмированных деток. Мы все время говорим друг другу, главное, чтобы у нас остались силы на Бога. И все. Молитвочку почитали, в церковь сходили и вроде отпустила.
Как-то так. Я желаю вам, как и всем родителям, Божьей помощи, сил, терпения, здоровья. И да, и будьте, вот знаете, вот духом, сильная духом. Если вы будете сильная духом, если будете держаться за Бога, то, значит, все у вас будет все очень хорошо. Дай Бог вам поставить этих детей на ноги и вырастить из них хороших людей. Зачем вообще эти дети нужны? Зачем их кормить, поить, одевать? Зачем нести за них ответственность? Чтобы с ними ничего не случилось там. Так воспитывать. Хорошо. Если за ним не кормить, не поить, то он умрет. У тебя были крепкие нервы. Ну, знаете, что для трактора нужен бензин, чтобы он садил. Для них тоже нужен бензин. Витамины им давали, чтобы они им помогали. А если мы болеем, она заботится тоже, например, за ним, потому что мама ее делала так, чтобы она ослепла на один глаз, на половину языка онемела. Ее взяли, чтобы не продолжалось. Чтобы они поняли, что такое родительская любовь, и стали алкоголиками, наркоманами. Чтоб весело было. Даже детям ясен ответ на этот вопрос. И ведь они в совокупности во всем правы. Странно, что некоторым взрослым это нужно объяснять. Но самое главное, мне с ними ни разу не скучно. Зачем дети нужны? Вот,